Здравствуйте, уважаемые зрители! Надеюсь, что вы посмотрели первую часть о разводне Антонелло Грека. Сегодня мы продолжим разговор в его кабинете на интересные и животрепещущие темы. После того, как вы подпишетесь и поставите лайк в поддержку Антонелло. Ему сейчас нелегко. Давайте сначала посмотрим немного аквариум в Генуе, который нам рекомендовал Антонелло при расставании. Мы никак не могли понять, что за аквариум. Оказалось, у них так называется океанариум. Это скат на фоне ребенка 13 лет, побольше, чем наша Василиса. Нос как пила, видишь? Две штуки. Это дюгонь. Он очень стесняется кушать при зрителях. Но голод не тетка. Медуз было очень много самых разных. Отличный осьминог, умнейшее животное. Недавно нашел канал Дарвиновский музей, очень интересно рассказывает про разных животных. Выпуск про осьминогов просто супер. А это настоящий древний галеон, как вы, наверное, подумали. На самом деле его построили для съемок фильма скандально известного режиссера Полански «Пираты» в 1986 году. Галеон Нептун. После съемок актриса Шарлотта Льюис обвинила Полански в изнасиловании. Он сказал, что она лжет, и теперь они судятся из-за клеветы. Так, подождите искать фильм «Пираты». Если вы захотели прервать просмотр ради Шарлотты, значит вы не аквариумист. Вот эти кадры напомнят вам первый фильм с Антонелло Грека в главной роли и вернут к аквариумистике. Итак, в кабинете. В прошлом ситуация была гораздо лучше. Сейчас в Италии много людей, они не бедные, но не стало среднего класса. Люди стали одни беднее, другие богаче. Богатые становятся богаче и богаче каждый год. Ну давайте надеяться, что это на короткое время, и люди вернутся в средний класс и будут покупать больше дискусов. К тому же сейчас очень трудно посылать дискусов в другие страны из Италии. Стоимость перевозки стала очень высокой. Для меня это очень трудно посылать рыбу, например, в США или Россию, в другие места вне Европы, потому что в Европе ситуация нестабильная. Много клиентов приезжает за рыбой. Иногда я посылаю в другие страны, но сейчас в США, Россию, Катар, Эмираты, Австралия у меня много заказов, но у меня нет много рыбы, чтобы выполнить эти заказы. Но другая проблема – это вот цена. Например, чтобы послать одну коробку в прошлом, например, был клиент в Японии, из Италии послать коробку в Японию стоило 450 евро. Это невозможно послать рыбу. Стоимость рыбы в коробке меньше, чем стоимость перевозки. Чтобы послать рыбу в Японию, я отправляю ее в Германию, во Франкфурт. И компаниям Pet Air я плачу за дорогу Франкфурт-Токио 18 евро. Аэропорт Мальпенса здесь, в 20 минутах. Для меня это очень легко. Но это невозможно из Италии, из-за цены. В 2008 я посылал 2 коробки в Нью-Джерси и заплатил 800 евро за 2 коробки. Это была рыба для чемпионата. Клиент потратил эти деньги на соревнования. Моя рыба
выиграла лучший приз чемпионата. Это хорошо для его бизнеса. Но если я пошлю рыбу на продажу, это невозможно. Цена будет слишком высокой. Будем думать, что ситуация изменится к лучшему. Что сказать людям? Как они могут вас найти и как они могут купить вашу рыбу? Они могут купить у вас или им необходимо искать ваших партнеров? Обычно я продаю рыбу непосредственно в магазин или оптовику. Я не отправляю прямо любителю, а они уже продают рыбу другим людям. Даже в Италии много людей контактируют со мной, чтобы купить мою рыбу, но я не продаю, я продаю только в магазины. А у вас есть дилеры, к кому направить людей за рыбой? Если ко мне обращаются на страничке в Фейсбуке, есть список. Например, на юге Италии он может найти магазин с моей рыбой. Если обращаются из других стран Европы, Германии, Франции, у меня есть дилеры в каждой стране, и они могут контактировать с ними. Например, в Германии это Европа Дискус Центр. Руди Вагнер. Вы его знаете? Отлично. Так вот это вино вам передал Руди. Мы были у него в воскресенье. О, как он сейчас? Я знаю, что у него были проблемы с продажами. Я думаю, все будет нормально. У него очень хорошее местоположение, недалеко от аэропорта Франкфурта. Обычно Руди продавал очень много моей рыбы, но сейчас проблема по всей Европе. И в Италии то же самое. Люди не хотят тратить деньги. Сейчас люди идут в отпуск и не покупают рыбу. И Руди сказал мне, я всегда с ним контактирую, что он хочет молодую рыбу. Обычно он берет у меня большую рыбу. Минимум большой или средний размер. И сказал, что в середине августа вернется к заказам. Да, я видел у него очень много пустых аквариумов, готовых для рыбы. Думаю, что основные проблемы у него в мыслях. Он боится ухудшения ситуации. Не думает, что зимой все будет хорошо. Я думаю, что ситуация улучшится. Мы обсудили ситуацию очень подробно, но я не буду затруднять вас этими рассуждениями. Так где все-таки купить вашу рыбу? Вы можете купить через Руди. Я могу отправить, но проблема в цене транспортировки. Может быть, сказать, чтобы они обращались к вам, потому что в какой-то момент Руди, в другой момент другой дилер будет иметь возможность выслать рыбу. Это возможно. Вы говорите Руди, какую рыбу вам надо, и я ему вышлю, а он вам. Для меня проблема цена, и еще я могу продавать только компаниям. Я не могу выписывать документы на частное лицо. Поэтому для меня лучше работать через Руди. А как выбрать рыбу? Вы можете сделать видео рыбы. Обычно я этого не делаю. Потому что я хочу, чтобы клиент мне доверял. Если вы скажете мне чекерборд или ягуар, верьте, что я пришлю лучшее качество. Потому что я хочу работать с людьми снова. Если вы попросите ягуара, я пришлю ягуара. Или скажу, что у меня нет. Поэтому, если клиент просит рыбу, я предпочитаю, чтобы мне доверяли. Я стараюсь работать с людьми, как с партнерами, долгое время. Поэтому они мне доверяют. И я не подвожу. Например, когда Руди просит рыбу, я не делаю видео. Мы работаем, наверное, 15 лет. Мы сотрудничаем. Вы работаете как бизнес с бизнесом, а когда люди покупают рыбу у Руди, они выбирают каждую рыбку. Особенно, если это крупная рыба.
Он работает как ритейлер. Для меня это очень тяжело, если много людей будут просить у меня видео. Каждый день я буду делать видео. Вы меня понимаете? Работа Руди – продавать рыбу. Моя работа – продавать рыбу, но и разводить рыбу. Когда я захожу в эту комнату в 8 часов утра, я ухожу в 7 вечера. Для меня это тяжелая работа. Если я буду делать фото и видео, это будет слишком тяжело для меня. Конечно, иногда я это делаю для некоторых клиентов, но обычно я так не работаю. Но я понимаю, вы работаете один или имеете работников. Сейчас я работаю один, потому что я должен остановить наем работников, потому что я не могу платить. У меня много затрат. Цены на электроэнергию и газ поднялись. У меня были проблемы с производством. Поэтому я не продаю и нет прибыли. Поэтому я сейчас один. Иногда помогает супруга. Она мой секретарь. Работает с клиентами. Готовит документы, бухгалтерию. Иногда помогает в разводне. Объем работы очень большой. Да, очень тяжело. Давайте вернемся к рыбе. Вы сказали, что вы забираете мальков от родителей через 3-4 дня после расплыва. Это так? Да. После расплыва мальки садятся на родителей? Или вы забираете их раньше? Когда они начинают плавать, они начинают кушать слизь на родителях. И после 2-го дня я начинаю давать немного артемии. Они начинают ее кушать. Иногда они растут очень быстро, и тогда я их забираю. Иногда растут медленно, тогда я жду 5-6 дней. Обычно в среднем через 4 дня я забираю от родителей. Поэтому пара не испытывает слишком большого стресса, потому что выращивать детей для пары – большой стресс. У меня есть пара, которая, как я думаю, делает это с удовольствием. Но в основном для пары это стресс. Это для них мотивация, и через неделю пара готова снова метать икру. А для меня это способ увеличить производство. Но некоторые люди говорят, что важно, чтобы 2-3 недели мальки были с родителями, и что они будут сильнее и расти быстрее. Да, возможно, это правда, но это не необходимо. Простой пример. Большая разводня в Малайзии. Может, вы знаете, это самая большая в мире. Они разводят рыбу только искусственным образом. Берут икру, помещают в маленький аквариум, и икра раскрывается в этом аквариуме, они кормят малька специальным кормом, и малек не растет с родителями. Если у вас есть возможность оставить мальков с родителями, это хорошо, но не обязательно. Моя рыба очень крепкая, потому что я даю им расти естественно. На моей разводне нет УФ-ламп, озона, нет ничего. Если держать рыбу с УФ-лампами и так далее, в стерильной системе рыба будет чистая, без паразитов. Но когда вы ее потом перемещаете в другой аквариум с другой рыбой, любой, даже не с дискусами, она может умереть, потому что иммунная система слабая. Моя рыба имеет хорошую иммунную систему. Когда мальки растут, я теряю часть. Но это нормально. Но остальные сильнее. У них нет проблем. Вы можете садить их к другой рыбе. Скажите, а у вас были какие-то проблемы с суперпантерами от Винсона? Нет. У нас подобные системы по разведению рыбы. А вы обрабатываете свою рыбу какими-то препаратами? Да, я применяю, когда это необходимо. Обычно я использую препараты от 2 проблем. Это сосальщики и флагеляты. Если мальки нуждаются в обработке, я обрабатываю. Расскажите, пожалуйста, чем? Я применяю формалин и хлорамин Т от сосальщиков. От флагелят я использую метронидозол. Иногда, когда меняется сезон, весна на лето, у рыбы появляются инфекции, как костия, например.
из-за изменения температуры, и появляются бактерии. Но это не проблема, потому что я очень быстро решаю эту проблему. И это не бывает вся рыба. 1-2 аквариума. Мою рыбу вы можете смешивать с любой рыбой, но только не с чистой, выращенной без паразитов. А вы используете какие-нибудь антибиотики? Нет, так как если вы используете антибиотик длительное время, у бактерий появляется иммунитет. Я не использую. Я применяю фактически 2 медикамента от 2 проблем. В моей рыбе не бывает каких-либо червей, поэтому я легко решаю эти 2 проблемы. Для такой системы это нормально. В Азии то же самое. Чем вы кормите рыбу? Я кормлю сухим кормом, гранулированным и Артемия Драйв. Это для рыбы, которую я продаю. А мой бридинг-сток я кормлю другим образом. Я использую мотыль и гранулят. И для моих производителей я использую бычье сердце. У меня есть моя линия бычьего сердца 2 типов. Колор и обычный. Обычный специально для белой и синей рыбы. Потому что если вы будете использовать для нее колор, то она поменяет цвет. Голубая будет фиолетовой. Это некрасиво. Я также делаю гранулят колор. Для некоторых видов я использую колор, но важна генетика. Поэтому много лет я вывожу рыбу с лучшим рисунком. И чтобы сделать еще красивее, добавляю краситель. Рыба зависит от того, что она ест. Ну вот, например, птицы фламинго имеют розовый цвет, потому что едят артемию. Так что это природа. Цвет зависит от еды. Не для всех видов, но для рыбы это важно. А что вы добавляете в бычье сердце? Или практически кормите чистым сердцем? Бычье сердце, витамины, минералы и шпинат. И еще лук. Лук? Может, чеснок? Нет. Сейчас я найду телефон и переведу. Извините за мой английский. Мед. Вау, мед? Да. Я не делаю свой фарш. Голландская компания делает для меня. Я только начал этот бизнес. Некоторые клиенты просят мой корм, когда покупают мою рыбу. Поэтому 2 месяца назад, как я начал делать фарш и продавать. Я реально не очень согласен с кормлением рыбы бычьим сердцем. Реально очень трудно сделать фарш со всеми ингредиентами сбалансированным. И второе, если вы продаете рыбу, и рыба ест бычье сердце, любителю, этот любитель поехал в отпуск, и рыба не может кушать. Если вы используете гранулят, вы можете поставить автокормушку. Это важно. Поэтому моя рыба ест гранулят. И сейчас я начал кормить ее несколько раз в неделю небольшим кусочком фарша. Потому что я продаю фарш, и моя рыба должна его кушать. Если сейчас покормить фаршем мою рыбу, некоторую не будут кушать. Они не знают, что это такое. Поэтому я стал 2 раза в неделю давать фарш и приучаю. Через какое-то время они начнут кушать. И они его очень любят. Но бычье сердце дорогое по сравнению с моим гранулятом. Оно дороже. Килограмм моего фарша я продаю за 16,5 евро. За гранулят я плачу 2 евро за килограмм. А какой гранулят вы используете? Раньше я использовал Коппинс. Я использую вообще 3 вида гранулят различного размера, но одинакового состава. Но разный размер гранул. Один 200 микрон, другой 500-800 микрон и третий 1200-1500 микрон. Но Коппинс сейчас перестал выпускать 3-й размер, крупный. Поэтому я использую 2 вида Коппинс.
И другой размер я покупаю другой итальянской компании, Скетлин, из Вероны. Пользуюсь около года. Все нормально. Проблема корма в том, что иногда рыба съедает слишком много, и у нее в организме корм блокирует, и рыба погибает. Иногда, когда рыба съедает слишком много, через 2 дня все проходит. Но с этим кормом такого не происходит. Это бывает очень редко. Не слишком много рыбы погибает. Но обычно самые активные рыбы съедают слишком много. Ну да. Когда из самого маленького аквариума я перевожу малька в аквариум побольше, я кормлю артемией и начинаю давать самый мелкий гранулят. Этот корм имеет примерно тот же размер, что и артемия. Поэтому они начинают кушать этот корм вместе с артемией. И шаг за шагом я меняю соотношение. А потом начинаю кормить только гранулятом. Когда подрастают, я перехожу на более крупный гранулят. Когда они достигают размера 5-7 см, я начинаю кормить последним крупным гранулятом. И дальше кормлю до взрослой рыбы. Спасибо большое за ваше время, за эту встречу. Не стоит благодарности, для меня это бизнес. Но это мое хобби. Когда я начал работать в этом сегменте, я был любителем. У меня была основная работа. Я работал в большой химической компании. Да, я тоже химик. И я тоже, только промышленная химия. Потом я решил изменить. И сейчас, через 20 лет, я начал в 2003. И я не профессионал, я любитель. Потому что я люблю эту рыбу как любитель, как хоббист. То есть ваш дух как у любителя, потому что вы любите эту рыбу. Но работа это не то, что вы не обязательно не любите. Да, я люблю свою работу. В этот период ситуация плохая, поэтому много раз я говорил себе, почему ты бросил работу? Но я люблю рыбу, у меня начались проблемы с производством, когда начался ковид. Потому что я полагаю, правительство Италии и, наверное, в других странах что-то добавили в воду против ковида. Это я так думаю, потому что проблема пришла с ковидом. Сейчас проблема ковида решена, и рыба начала нереститься. Это мои мысли, потому что многие люди в Италии имели такие проблемы. Я не уверен, но я так думаю. Сейчас ситуация медленно, но меняется. И ковид ушел. Ситуация сейчас сложная, но вы теперь имеете меньше конкурентов, потому что некоторые люди закрыли свои разводни, и у вас есть много преимуществ. Антонелла, 20 лет назад вы начинали с нуля. Сейчас вы умеете разводить, у вас есть имя, много людей ждут вашу рыбу. Да, ситуация сейчас лучше. Но раньше я не имел проблем. Я производил много рыбы и продавал ее. Сейчас, конечно, некоторые производители рыбы закрылись. Но сейчас у меня нет много рыбы на продажу. Это проблема. У меня много запросов и нет рыбы. Это большая проблема. Но это не такая плохая ситуация, потому что люди хотят рыбу, и они будут ждать, потому что рыба не хлеб. Они найдут другую, они найдут другое и не вернутся. На прошлой неделе был запрос из Флориды. Много людей контактируют со мной, а у меня нет рыбы. Я имею только ту рыбу, которую вы видели. Okay. I have only the fish that you see now, and I hope. Оксанка, давай я расскажу один анекдот, а ты переведешь. Один старый еврей пришел, не старый еврей, а один еврей пришел к Ребе, говорит, я парикмахер, и я сижу целый день, у меня нет клиентов, что мне делать? А, нет, доктор. Я, говорит, сижу целый день, у меня нету клиентов, что мне делать, Ребе? Мне нечем кормить детей. He is a doctor, and he came to Rebbe and said that I have no
do. Can you give me advice what to do? Рэбби Рэбби задал много вопросов, выяснил, как он работает и так далее, и сказал, когда тебе звонят, всегда говори, что у тебя нет времени и можно прийти только через неделю. This Rabbi asked him a lot of questions and then gave him an advice. When you have a call, you just need to say that you have no time and that you have free time only in a week. So you can take this client only in a week. И этот доктор исчез. Исчез, он не ходил к Рэбби. And this doctor disappeared and he did not come to Rabbi again. Но через полгода они встретились на улице, и Рэбби спросил, почему ты не приходишь? А он говорит, у меня нет времени. Я целыми днями лечу людей. And after half a year, this Rebbe saw this Jewish and asked him why you did not come to me again. He said, I have no time because I have too lot of work and I need to practice. So Это хорошая ситуация для вас. that's good situation. Yeah. Now you can say, oh, I have no. Я запишу на следующий месяц. Если смогу, то сделаю вашу I заявку. will put you in the list. I have Я. Yeah. Say, Да-да, это моя ситуация. Много людей ждут мою рыбу. Этот человек из Флориды обращался ко мне в прошлом году. И я сказал ему, что ситуация лучше, я начал разводить рыбу. Могу дать только определенные виды и определенные размеры. Если хотите, то давайте начнем сотрудничать. Он говорит, хорошо, высылайте цены. Я могу выслать цены на рыбу, но цена на транспорт из Италии очень высокая, и я жду, когда агент найдет нормальную цену. Сейчас привезти рыбу из Малайзии дешевле, чем она стоит в Италии. До ковида цены были нормальными. Сейчас зависит от страны, но это было 5-6 евро за килограмм. Сейчас за килограмм отравки из аэропорта Мальпенза просят 30 евро за килограмм. Это невозможно посылать рыбу. То есть это 400 евро за коробку. Антонелла, Мюнхен очень близко к Милану. Там есть дискус-центр. Может вам посылать ему рыбу, и он будет рассылать дальше? Нет, я так не могу. В Германии я работаю только с Руди. Когда компания Штенкер закрылась, ко мне обратилась большая компания из Германии. Она имеет 20 магазинов по Германии, и они обратились ко мне. Но Руди работает со мной около 15 лет. Для меня это хороший клиент. Когда у меня была рыба, он покупал 40-50 коробок. Я знаю его, он знает меня. Кроме того, это уже не партнерство. Это также и дружба. А можете показать корм для рыб? Да, конечно. Вот корм для малька. Вот это средний. Скажите, это специальный корм для дискусов? Нет, это корм для других видов рыб. Вот это фарш для голубой и белой рыбы и для красной отдельно. Вот такой разговор у нас состоялся с известным итальянским разводчиком Антонелло Греко, рыбу которого ждет весь мир, а он не может ее сейчас предоставить. И это его удручает. Надеюсь, мне удалось преодолеть его пессимизм, и скоро мы увидим замечательную рыбу, а вам понравилось мое видео. Вы видите, что Антонелло реально нужна моральная поддержка. Впрочем, не мешала бы и реальная помощь в работе. Он вынужден работать один на большой разводне. Давайте поддержим лайками и подпиской. Спасибо за внимание и до новых встреч.